Хай, Кен! Рада приветствовать на канале Бульбин Дол. И что мы делаем? Ставь на паузу. Какие времена, такое новогоднее видео. У меня отключили свет, как вы видели, но это меня не остановит. Снимаем дальше как есть. В общем-то, здравствуйте, мои дорогие, рада приветствовать на канале Бульбина Дол. Не знаю, когда мы с вами сейчас видимся, еще в 25-м году или уже в 26-м, скорее всего, с кем как. В общем, в любом случае, с кем мы сегодня в 25-м еще, тех с наступающим Новым годом. А если мы видимся в 26-м году, то с Новым годом! В общем-то, сегодня у меня по плану распаковка максимально новогодней праздничной куклы. К ней мы перейдем немножечко позже, а сначала, как всегда, нужно подводить какие-то итоги. Конечно, какие тут могут быть итоги? Это самый худший год в моей жизни. Кто следит за моим каналом, тот в курсе почему. Вкратце для тех, кто не знает. Мне пришлось уехать из своего дома, в котором я прожила все свои 30 лет. В связи с войной город мой практически уничтожен. Семья немножечко на расстоянии в связи с войной. И, хуже года не было. Дай бог, чтобы это был самый худший год в моей жизни, потому что еще худше я, наверное, не переживу. Об исполненных целях на год. Как мы помним в прошлогоднем новогоднем видео, моя цель на 25-й год была выжить. Поздравляем меня, с этим я справилась на отлично. У-у-у! Тут чтоб не сглазить. План на 26-й год тот же самый, выжить. А вообще хватит о плохом. По итогам 25-го года, кукольным итогам, конечно же. Было дело, зареклась я, что буду покупать максимум одну куклу в месяц. Итог года такой, что в 25-м году у меня было 26 месяцев. В общем-то, на данный момент за 25-й год мне приехало 26 кукол. Кукуху как-то надо держать, покупочки спонтанные, все дела. Но вы меня, скорее всего, прекрасно понимаете. Расскажите в комментариях, пожалуйста, если вы ведете учет своих кукложителей, сколько вы приобрели кукол за 25-й год. Мне просто интересно, насколько я сумасшедшая. Прошу авансом поставить лайк этому видео. Если не понравится, в конце просто его уберете. А мы, собственно, начинаем. На сегодня я подготовила распаковку максимально новогодней куклы, как я уже сказала. Это кукла из линейки Happy Holidays. Линейка кукол Happy Holidays Барби впервые появилась в продаже в 1988 году. И под таким названием она просуществовала вплоть до 98 года, то есть ровно 10 лет. Это были просто великолепные куклы в торжественных праздничных нарядах, качественные, коллекционные. И это просто были прекрасные подарки к Рождеству и Новому году. Эти куклы продолжали выпускаться под другими названиями, в общем, Mattel продолжал выпускать праздничных новогодних кукол, только сменив название почему-то. Они назывались то Millennium Princess Барби, если я не ошибаюсь, то Celebration Барби, что-то такое. А с 2004 года и по сегодняшний день эта линейка кукол выпускается под названием просто Barbie Holiday. Среди коллекционеров кукол есть такая традиция заводить в своей коллекции хотя бы одну холидейку своего года рождения. То есть всем, кто с 88-го родился, такая возможность представилась. И у меня сегодня моя ровесница. Барби Холидей 95-го года выпуска. Не знаю, что я вам напоказываю без света, но будем пробовать. Возможно, именно распаковку и близко рассматривать будем уже, когда свет дадут. Но пока пройдемся по коробке. Думаю, сейчас ее хорошо видно. В общем, максимально новогодняя, рождественская, праздничная кукла. Выглядит лично для меня как произведение искусства. Красивейшая красная коробка. На контрасте с коробкой зеленое платье в узорах. Мы его рассмотрим, когда достанем куклу. Это все настолько красиво и по-новогоднему, что у меня появляется новогоднее настроение, когда я просто на нее смотрю. Кукла представлена в коробке такой интересной
формы. Как вы видите, это какой-то полуовал получается. Сама коробка картонная, а сверху и снизу пластмассовые крышки с надписью «Барби». Также сверху мы видим ценник, старый-старючий ценник с ценой $29,99. Ни хрена себе, к слову, эта кукла досталась мне за 70 гривен, почти как штаны. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. Сзади коробки название куклы, серии кукол точнее, Happy Holidays. Прекрасное изображение этой куклы на фоне украшенного дома, новогоднего рождественского интерьера. Это как бы открытка, я так понимаю, ее можно вырезать, и она очень красивая. И надпись в углу этой фотографии Happy Holidays, Love Barbie, то есть счастливых праздников с любовью Барби. Указано, что существует эксклюзивная елочная игрушка от фирмы Hallmark, или как она там правильно читается, у меня их нет ни одной, в виде такой же куклы Барби Холидей 95 года. Снизу открытки надпись: в этом сезоне Барби выглядит сенсационно в роскошном изумрудно-зеленом атласе, украшенном мерцающими ягодами астролиста и великолепным воротником в викторианском стиле. Спереди коробки вверху также название серии Happy Holidays, по бокам украшенная ягодами астролиста. Снизу коробки указано, что это специальное издание. Надпись «Барби» зелененькая. В общем, все красиво, празднично и блестить. Мне, как сороке-вороне, даже распаковывать жалко немножко. Очень все это красиво выглядит в коробке. Но мы сегодня здесь собрались, чтобы распаковку куклы посмотреть. Ну что ж, давайте не тянуть и открывать ее. Как я понимаю, открывается она вот здесь сбоку. Очевидно, уже предыдущим владельцам она была подклеена скотчем. Может быть, даже это я сделала, я не помню. Для начала открываем скотч. Нет, вряд ли я бы так клеила. И здесь все легко и просто достается, надеюсь. Сейчас это у меня хочет полностью открыться спереди. Верхние и нижние крышки не поддаются. Значит, нам нужно здесь сбоку, наверное, вытянуть задник. Только как это сделать? Пошла. Сейчас все будет. Так, во-первых, сзади я вижу... Вау, эту открытку не нужно вырезать, она идет в комплекте. Красота какая, я ее сразу хочу куда-то влепить. Куда бы вам ее влепить? Тут видно? Короче, пусть стоит там, но потом я ее куда-то влеплю в мой новогодний интерьер, когда свет будет. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Опа. Та-дам! Давайте я ее быстренько сейчас откреплю от задника, и мы вернемся уже к более детальному рассмотрению крупным планом. Ну что, куколка на свободе, пока присела отдохнуть. Нам дали свет. Подсъемки снимаю уже со светом, точнее с гирляндой. Мне нравится картинка с выключенной люстрой, но зато у нас тут будет мерцать гирлянда. Так вот, за куклой в коробке располагалась ее подставочка. Вот такая вот винтажная подставка, седло, подставочка именная. Здесь вот такая наклейка с названием серии кукол Happy Holidays Barbie Special Edition. Красивенько, миленько. Также сзади куклы располагалась вот такая классическая барбейская расческа красного цвета. Туфельки, также классические барбейские красные лодочки. Их мы наденем на куклу чуть позже. И гарантийный талон на 2 года гарантии, который истек еще в 97 году, получается. Это нам не надо больше. Все, куколка натянула свои туфельки, запрыгнула на подставку, и перед нами просто очаровательная красотка на молде Суперстар. Милые коричневые брови, под бровью перламутровые белые тени, на подвижном веке зеленые тени, прорисованные черные реснички, стрелки, нижние реснички. На нижнем веке также зеленые тенюшки. Надеюсь, вам хорошо видно. У куклы просто красивейший цвет глаз. Радужка прокрашена несколькими оттенками, смесь голубого, салатового, зеленого. На зрачках белые блики.
Алая помада, прорисованы белые зубки. Она у нас улыбается. Очень милая, красивая, классическая суперстарка. У куклы очень приятного качества блондинистые волосы. Оттенок волос скорее ближе к платиновому блонду, но с таким желтым освещением вы сейчас этого не увидите. Поверьте на слово. Волосы мягкие, пушистые, просто какое-то облачко. Волосы волнистые, распущенные, сверху собраны в как бы мальвинку. Собран один такой хвостик. На этом хвостике располагается вот такое вот блестящее новогоднее украшение. Это у нас серебристая переливающаяся звездочка. В центре с красной бисеринкой. По бокам также бисер зеленого, серебристого и красного цвет. Очень красивое украшение. Сзади висит серебристая ленточка. В комплект к украшению на голове у куклы сережки и украшения на шею. Сделаны эти украшения также из бисера. Сережки, гвоздики, к которому присоединяется висюлька из 3 бисеринок. Очень красивенько. Сережки на стоперах, они не вынимаются. Это нам и не нужно. Рушить всю эту красоту я точно не планирую. На шее чокер на серебристой ленте, завязанной на узелок. Вот такой как бы цветочек. На серебристом фоне зеленые, серебристые и красные бисеринки. Это очень красиво. Сейчас бы кукла с такими украшениями стоила просто каких-то бешеных денег, я уверена. Из украшений у куклы также серебристое колечко. Вынимать его не хочу, а то еще сейчас потеряю. Какого-то, я не знаю, отдельного видео заслуживает ее невероятной красоты платье. Раньше я думала, что я не люблю кукол в пышных бальных платьях. Оказывается, люблю. Оно просто необъятных размеров. Юбка настолько пышная, я не знаю, как вам показать. Вот, в соотношении с расчесочкой. Представьте себе, какой пышноты эта юбка. Платье насыщенного зеленого цвета. Сверху вот такой в викторианском стиле ворот, украшенный веточками астролиста. Сам ворот серебристый, переливающийся. Под воротом видим вот такой рукав, как бы фонариком на манжете. Платье обрамляет талию, и здесь располагается вот такой цветочек, украшение на поясе. Тоже с большой бисеринкой в центре. Юбка – это какое-то произведение искусства. На зеленом фоне располагаются серебристые узоры, также астролиста или падуба. Это растение – это традиционный символ Рождества в западной культуре. Изначально веточками астролиста еще язычники украшали свои дома, веря, что падуб астролист оберегает их от злых духов. С приходом христианства считалось, что крест Иисуса, на котором он был распят, сделан именно из растения этого астролиста, поэтому он также использовался в украшении интерьеров, рождественских венках и якобы приносил благодать в дом. В принципе, это растение – это готовое рождественское украшение, зеленые листья с красными ягодками. А сочетание зеленого с красным – это всегда какой-то Новый год. Каждому приведет на ум Новый год и Рождество. Юбка многоярусная, многослойная. Верхний слой – это вот эта зеленая, атласная, наверное, если бы я разбиралась, ткань на подкладе. Здесь и черная тканюшка, и сетка. Ну, боже, сейчас такого никто не делает. Если бы эту куклу Mattel выпускал сейчас, это была бы такая шелестелка, клеенка, без подклада, без ничего. Под этим слоем мы видим отдельный подъюбник. Сетчатая белая ткань. Спереди вот такие рюши с серебристыми элементами. Подъюбник на резинке, то есть легко снимается. И он отдельно от всего платья идет, как и должно быть. Платье настолько огромное, что я даже не знаю, как мне его вам показать целиком. Красота неописуемая. Оно, конечно, очень сильно осыпается, вот эти все блестки.
У меня он все в блестках, но я думаю, этой красавице можно простить все, что угодно. На ногах, как я уже говорила, классические лодочки красного цвета. Интересный факт, что платье это с куклы никак не снимается. Никаких застежек я не обнаружила. Оно сшито на спинке. Застежек нет ни по бокам, ни спереди. Здесь все пришито ниткой. Но, в общем-то, это и не особо важно, потому что эта кукла больше как новогодняя праздничная статуэтка. Доставать ее из коробочки на праздники, выставлять у елки, на камин, и она послужит просто украшением и частью новогоднего рождественского интерьера. Распарывать платье я, конечно же, не буду, хотя хотелось показать вам тело. Но поверьте на слово, что это классическое тело Twist and Turns с шарниром в талии, руки разводятся в стороны, ноги могут принимать только позу продольного шпагата, колени на щелчки гнутся. На 2 щелчка. Ну что, дорогие друзья, куклу мы рассмотрели всю детально. Элементов у нее хоть и немного, но она потрясающая. Как же я люблю винтажных и около винтажных кукол. Но все-таки 95-й год это уже винтаж. Сравнить с холидейками, которых Mattel выпускает сейчас, ну это, конечно, небо и земля. У этой куклы детали, украшения, многослойная юбка, а пышнота этой юбки, я не устану это повторять, я просто в восторге, я не представляю, куда я ее поставлю в таком пышном платье, но она просто идеально впишется в мою небольшую коллекцию новогодних кукол. Кстати, вы их помните? Кто не помнит, тот обязательно должен посмотреть прошлогоднее новогоднее видео. Вот такая у меня вырисовывается коллекция новогодних кукол. Эту фарфоровую красавицу и поющий набор я достаю исключительно на зиму из коробок, потому что это их период, их пора. Эту холидейку ждет та же участь. 9 месяцев я буду хранить ее в коробке и доставать только зимой. Очень уж у нее объемное платье, она будет слишком много места занимать на полке, а зато в праздники к Новому году будет радовать глаз и украшать собой интерьер. Они просто замечательные, скажите ж. Сделайте им комплиментик в комментариях, посмотрите, какая коллекция. Так вот, кукла изумительная. Я не могу перестать трогать ее платье. Боже, какое оно красивое, блестящее, новогоднее. Короче, нет слов. От куклы я в восторге. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть холидейки. Я вообще не сильно любила эту коллекцию, потому что никогда не держала распакованную куклу и вообще вживую их не видела. Эту первую я увидела и распаковала. Теперь я хочу присмотреться ко всей линейке кукол, потому что они просто, я так понимаю, все офигенные. Ну, в общем, не буду больше занимать ваше время. Идите там, нарезайте салаты или уже празднуйте, смотря когда мы с вами встретились опять же. Напоследок, я бы хотела поблагодарить каждого из вас за то, что весь 25-й год вы были со мной, поддерживали меня в мои сложные моменты с этими переездами, ставили лайки, писали комментарии, смотрели мои видео. Хочу передать личный привет всем, с кем я успела уже встретиться в 25-м году в Киеве. В общем, каждый смотрящий, я поднимаю этот бокал за тебя. И каждому я хочу пожелать, чтобы все беды остались где-то в 25-м году, а в 26-й мы с вами вошли только с радостью, счастьем и исполненными желаниями. С Новым годом, дорогие! Новый год!